Всем привет, и кто меня не знает, я Исулу, и это канал Fancy Something. И сегодня мы будем рисовать картину по мастер-классу Боба Росса. Мне кажется, это будет очень прикольно, потому что я, в принципе, рисовала уже масляными красками, но Боб Росс известен тем, что он изобрел технику wet on wet, на русском это переводится как мокрое по мокрому, и по его технике можно нарисовать картину за полчаса. И насколько я понимаю, что люди, не обладающие талантом рисования, могут по его мастер-классу нарисовать какой-нибудь пейзаж с горами и лесом. Собственно, это мы и будем рисовать. В принципе, у Боба Росса обычно такие пейзажи. Горы, леса, снега. То, что надо. Мне самой очень интересно попробовать такую технику, потому что таким образом я никогда не рисовала. Тут такие кисточки, похожие на строительные. Поэтому это для меня совсем не свойственно. Ну что, давайте приступать. Я уронила палитру, она вся в волосах. Боб Росс этому не учил. А теперь возьмите dark brown волосы и обмакните в палитру. Так, внимание, не вытирайте мокрой тряпкой, нужно просто салфеточку. Что самое смешное, размазалась коричневая краска. Готово. Так как эта техника мокрая на мокром, я набрала белую краску, смешала ее с маслом так жиденько и заполняем ею фон полностью. И да, это не строительная кисть, я ее покупала в художественном магазине за бешеные бабки. Так. Кстати, на моем втором канале Айслу Нуртаева практически через каждые 2 дня выходит новые видео. Вас уже ждут 3 новых влога из Америки, а также скоро ждите видео, как мы получили визу в США с подробными инструкциями, поэтому обязательно подписывайтесь и смотрите. У тебя должен трястись твой мольберт? Холста должна быть жизнь. Вот, он как раз говорит об этой технике, мокрая на мокром. У нас картина мокрая. Так, вот у меня толстая кисточка, нужно набрать кримсон. Для меня это просто бордовый. О боже. Так, по сути, это как тени. Я пытаюсь сделать такими же уверенными движениями. Так, вот здесь снизу. Так, окей, надо набрать какого-то голубенького. У меня тут 2 оттенка голубого. Ладно, допустим, этот. И опять нужно делать такие движения. Я так полагаю, что в этом месте будет вода. В общем, знаете, вообще рисование создано для того, чтобы расслабляться. Но здесь я просто... Ой, я уже даже вспотела немножечко. Затем нужно кисточку побить об мольберт, но этого делать не буду, иначе мне снова придется делать loft project здесь. Поэтому я просто вытру об тряпочку. Теперь начинаем все это превращать в какой-то градиент. Как он делает белую рубашку, да? Еще и не пачкается, да? Розовый! Вернись! Ой, блин. Я туда посмотрела. Все, достаточно. Мне нравится Мунтай такой эксперт. Кисть поменьше. Так. Так, нужно типа такая галочка. Ну у него, знаешь, прям шматки краски остаются. Шматки краски, это я умею. Так. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Смотри. Капец, у него бац и облака. Блин, у меня похоже на грудь женскую, Жан. А, все понятно. Сейчас я размажу, и все станет на свои места. Блин, ребята, смотрите, я достала строительную кисть, и мне кажется, она гораздо лучше. Блин, Боб Росс что-то мне это не то говорит. По-моему, нормально. Почему все разваливается? Да, тут остались. Что вот так вот делать? Да, сейчас, походу, самое интересное. Нужен мастихин. Я купила специальные формы, как у него. И теперь он набирает синего. Я даже еле управляюсь им. Crimson. Мы уже брали Crimson. Крутяк. Крутяк. О май гад. Так, что-то у него круче горы, чем у меня. Теперь все это нужно размазать. Тебе нужна помощь Боба? Конечно, мне нужна помощь Боба. Вообще было бы неплохо, если бы он здесь мне помогал. Это слишком темный цвет. Это слишком темный
Цвет для меня. Да нет, на самом деле, вообще крутяк. Очень приятно, когда вокруг такие люди. Я вот это боюсь делать. Мне не нравится, когда он это делает. Вот это просто... Вообще. Так, ладно. По-моему, у меня что-то получается. Что у меня слишком розовое. У меня получился цвет такой припыленный розовый. О. Ну да, похоже, по идее. По идее, чуть-чуть похоже. Так. Я пытаюсь сделать очень нежно. Absolutely no pressure. Так. Он что-то намешивает. Он белый с синим намешивает. 3 очень аккуратных движения. А? Куда тебя понесло? Блин, откуда у него вторая гора появилась? Так, вот здесь, наверное. Оп, оп, оп. Я вообще офигею, если он потом возьмет и это все большой кисточкой растушует. О, нет, Боб, пожалуйста, только не кисточкой. Ладно, он так легенько делает, так. Боже, 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 боже. Так, я буду пытаться рисовать с таким же темпом, что и он, иначе я тут никогда не закончу. Хоп, 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 хоп. Хоп, склон наверх пошел. Он взялся за хитрку. Только не кисточка. О, вот это классно было сейчас. Теперь моя ненавистная кисть. Опс. Мне кажется, Боб потом опять все это размажет, да? Не уверена просто. Короче, горы мне понятны. Просто все то же самое, что и в прошлый раз. Он опять взялся за кисть. Нет! Вот мне мастихином очень нравится работать, очень интересно, но кисть ненавижу. Нам понадобится вот такая кисть, похожая на веер. Я же бьюти-блогер. Да, вот такая, как веер. А, это будут елки. Вот так вот. И потом все опять фигачим кисточкой. Что-то у меня такой маленький пучик такой. Нереально, как это люди по телеку повторяли? Это же вообще просто нереально. Пока краски замешал, он нарисовал. Вот мне интересно, если я буду пытаться не ставить паузу, я успею? Давай. Какой fellow green? Чё? О, сейчас будут деревья. Самое интересное. Так, нужно поставить вот такую линию. И потом бочком начинаю хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. А затем уже хоп-хоп-хоп-хоп. Да, у тебя очень похоже. Вторая пошла, она рядышком. Вторая елочка смешивается с первой елочкой. Господи, эти елки закончатся или нет? Ну, кстати, елки это самое приятное, что здесь сейчас со мной было. Еще одна елка. Нет, еще одна елка. Мам, ты знаешь, мне кажется, сейчас для симметрии он еще сейчас с другой стороны будет рисовать эти елки. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Включай, я буду смотреть и рисовать. Хоп-хоп. А, я свою лесопосадочку задела, жаль. Ну, он тоже. Я не думаю, что эта картина может расслаблять. Так. Боб начал проводить какие-то вертикальные... А, это тени. Это отражение. Так, набираем синюю краску и смертельный номер. Так красиво! Блин, видите в этом прикол? Когда разглаживаешь, все сразу становится такое заблюренное. I like it. По-моему, кажется, начинается веселье. Боб Рос взялся за желтый. Что там еще? Зелёный. Зеленый. Так, еще вот это охра. О, мы возвращаемся к елочкам. И начинаем расставлять мазочки. Хоп-хоп-хоп-хоп. Хоп-хоп-хоп-хоп. У меня уже вся кисточка грязная. Так, нужно по всем елочкам расставить вот такие зелененькие акценты. Теперь взял большую кисточку. О, нет. Я возьму средненькую. Рисуем травушку-муравушку. Он теперь берет мастихинчик. Потом мы берем беленького. Это просто цвет моих ногтей. Можно просто так приложить, и будут кусты на картине.
хоп, 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 хоп. Потом он что-то мазнул красненького. Хоп, хоп. Видишь, типа цветочки. Ура, у меня начинает получаться. И рисуем бережочек. Вот где-то вот так. И вот здесь. Так, он берет мастихин. И белой красочкой просто так. Знаете, типа там водичка. Берем кисточку. И Боб хочет еще деревьев. Ну, раз Боб хочет. Окей. Хоп-хоп-хоп. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Хоп-хоп-хоп. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Можешь повторить, что сказал? Хоп. Хоп-хоп-хоп. Сначала все черным. Что это? Это куст. Почему он на черном? Потому что это тень. Сейчас будет зеленушка. Я понимаю, что сейчас Боб альтруист. Он нарисовал столько теней на воде и в итоге нарисовал сверху кусты. Меня вообще удивляет, что он сперва не нарисовал город, который находится за этой горой. Цивилизация, да? Я тут вообще-то лесопосадку рисовала, а теперь вот где она? Вот скажи, вот это вот. Так, что у меня тут? Желтый, опять желтый. Что значит опять желтый? Естественно, желтый. Наконец-то желтый. Наконец-то желтый. Хоп-хоп-хоп. Можно потом просто твою озвучку поверх английских видео пускать. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Хоп-хоп-хоп. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. И что, этот куст просто здесь будет, блин? Что сказать, я очень счастлива. Я счастлива, что наконец-то наступило мое самое любимое время. Время, когда я закончила. Эта техника, мокрая на мокром, это просто что-то невероятное. Единственное, я бы взяла кисть попушистее, чтобы она не оставляла вот эти вот полосы, но даже эта строительная кисть справилась очень даже хорошо. Мне очень нравится результат. Как вам? Если так оценить, получается, что Боб Росс рисовал картину 25 минут. Ты ее рисовала 120. По сути, я нарисовала картину за 2 часа. Ну, блин, это не неделя. Я помню, я рисовала картину неделю. А Репин рисовал 20 лет. Можно посмотреть Боба Росса. Если вам понравилась эта картина и этот мастер-класс, то ставьте лайк под этим видео, а также, если вы наберете 20 тысяч лайков, то Мунтай, который совершенно не умеет рисовать, попробует нарисовать что-нибудь по мастер-классу Боба Росса. Ну что, давайте подпишем картину. Это обязательная просто процедура. Я буду подписывать мастихинчиком. И наша картина готова, посмотрите на нее. Моя подпись ничего не закосячила, слава богу. Посмотрите на эту палитру. Палитра художника. Я использовала практически все цвета, кроме вот этой вот какашечной. А так использовала все цвета. Подписывайтесь на мой канал Fancy Something, на мой второй канал Айслу Нуртаева. Там вовсю выходят влоги из Нью-Йорка, поэтому обязательно смотрите и кликайте. Ну а я с вами прощаюсь, и мы увидимся с вами в следующем видео. Всех целую. Всем пока!